Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это влог с покупками из секонд-хенда. Сейчас вы видите съемку прям из магазина, это то, что я находила, но не купила. Вот такая пряжа, либо же нитки для плетения кашпо. Красивый цвет, хорошее качество, но себе не взяла. Также был вот такой пакет с остатками пряжи, тут прям совершенно такие маленькие. Это очень интересный набор, смотрите, с вышивкой, и это уже готовое изделие, это вот такая наволочка. Здесь идут пяльцы очень хорошего качества, также рисунок, нитки, ну то есть все, что нужно для того, чтобы создать вот такую красивую вышитую наволочку. Также есть вот здесь нитки были упакованы, пяльцы, вот видите, очень хорошего качества. Такой набор даже ради пялец можно купить. И также вот такая схема. Здесь разные цвета, и вот все стежки, все показано, каким цветом вышивать. Вот еще один набор, очень интересный. Я также думала, что это вышивка, но потом поняла, что такая канва, видите, это для создания коврика. Тоже очень интересный, абсолютно новый в упаковке. Вот такой набор. А это для любителей скраббукинга. Смотрите, какие интересные принты. Мне понравилось в такой цветовой гамме красивой. Вот такой альбом. Еще была вот такая книга. Ну, на видео не сняла, просто сфотографировала. Итак, сейчас я уже дома. Смотрим, делаем, можно сказать, распаковку. Вот такой шарфик. Это стопроцентная вискоза. Вот написано: искусственный шелк, стирать как шелк. Очень приятно, тактильно. А также понравился сам принт. Необычный и красивый. Кстати, все, что я сегодня показываю, это было куплено не за один раз, это за несколько заходов в абсолютно разные секонд-хенды. Я уже не раз говорила, что у меня нет предпочтения только один или там два. Вот я прям абсолютно в любой могу зайти, что понравилось, что мне пригляделось, то и беру. Это стопроцентный шелк. Дальше вот такое платье. Это я купила для того, чтобы его использовать в качестве материала. Очень хорошая, качественная молния. Вот такая фирма. И меня заинтересовала вот эта как раз-таки сетка, видите? То есть тут все платье, внизу вот такой чехол сшит, и вверху сетка. Сетка очень хорошего качества. И у меня уже есть на нее кое-какие планы. И так как вышивка на этой сетке расположена вот такими полосами, да, то есть секциями, то применить можно в различных изделиях. Следующее изделие это платье, вот такая плесировка. Мне очень понравился материал, и здесь большая такая юбка, то есть материала тут достаточно. И это платье абсолютно новое, с биркой. Ну, я считаю, очень удачная покупка. Некоторые любят говорить улов, и я тоже так иногда говорю. Хороший улов сегодня был в секонд-хенде. Ну, в общем-то, вот. Красивый, цвет благородный, мне понравилось. Так, следующая покупка это кашемир. И это такое интересное изделие, я не знаю, как это назвать, кофта, но здесь, в общем-то, она идет на одно плечо. Вот, кстати, даже бирка есть. Но бирка не от производителя, а от магазина Humana, от секонд-хенда. Там поштучный товар. Все, что я показывала ранее, это был весовой товар. И вот, смотрите, стопроцентный кашемир. Отличное качество, катышек нет. Я уже как-то покупала кашемировое платье, я его распускала и показывала, что вязала из него.
Именно это изделие я, скорее всего, распускать не буду, так как оно вот таким вот цельным большим полотном. То есть из него можно просто что-то перешить. Далее, вот такая сумка. Она мне очень понравилась. И первая мысль была ее взять ради бусин. Здесь деревянные бусины, смотрите, вот такие. То есть распустить и использовать как бусины. Но потом я ее внимательно рассмотрела. Это ирландский бренд. Я посмотрела, как они стилизируют эти сумки, и мне она прям очень понравилась в каком-то определенном образе. Поэтому пока ее оставляю как сумку, ну а там посмотрим. И так как я сумочный маньяк, также я не смогла пройти мимо вот такой красоты. Просто я ее когда увидела, я поняла, что я должна уйти с ней. Это был также весовой секонд-хенд. Внутри это я также там купила. Сейчас выложу сначала, покажу сумку, а потом все остальное. Смотрите, вот такой очень плотный винил. Она, на мой взгляд, очень практичная. И она абсолютно новая. Смотрите, на ней присутствуют пленочки вот тут. И также внутри кармашек и на фурнитуре также пленочка. Казалось бы, вот такой небольшой шопер, но я не знаю, я его когда увидела, все, он будет моим. Отдельное спасибо производителям за эти размеры. Вот такой не маленький, не большой, а вот средний как раз вот прям моя любовь. Так, и сейчас покажу то, что я купила вместе с этой сумкой. Ну, за один поход. Вот такая полочка. Это для моих будущих миниатюр. И вот такая малышка Эви от компании Simba. И также очень симпатичный и интересный стульчик. Он полностью деревянный. Я его буду перекрашивать, так как он не в самом лучшем состоянии, но качество хорошее, поэтому взяла. Кстати, кто смотрел мои предыдущие распаковки из секонда и кто ждет, как я буду приводить куклы и их волосы в порядок, то видео уже отснято, мне осталось его смонтировать, озвучить, и совсем скоро оно будет на моем канале. Так, вот такая, я даже не знаю, ну как это назвать. Возможно, это штора, возможно, это, я не знаю, что это. Возможно, вы подскажете, что это. Просто большой купон ткани, при этом размер примерно 2 на 1,5, но он обработан, все края обработаны, то есть под штору там нет никаких креплений, просто со всех 4 сторон обработан срез ткани. Далее вот такая невероятной красоты наволочка. Посмотрите, какой детализированный рисунок. Мне она очень понравилась. Также она на потайной молнии. Можно ее оставить как наволочку и использовать. Можно пошить очень красивый шопер. Также на таком рисунке будет очень красиво смотреться стежка. Вот по рисунку, те мастер-классы, которые у меня уже есть на канале, ну вот на таком рисунке это будет просто идеально. А такой вариант чехла для грелки я видела впервые. Вот такие здесь как бы тапочки вверху. Здесь отверстие для того, чтобы вставить грелку. И также вверху отверстие для того, чтобы удобно было наливать воду и греть свои ножки. И я считаю, это гениальное изобретение. Конечно же, это можно сшить, но вот я купила. Качество отличное. Сзади, кстати, антискользящее покрытие. Это если, например, вы сидите, да, вот на пол кинули, чтобы грелка от вас не убегала. Вот такое покрытие. Конечно же, можно такое и сшить. Я бы могла сделать мастер-класс, но я не уверена, так как когда я показала чехлы на грелке, которые я вязала крючком, я получила какую-то миллион просто сообщений о том, что кому нужны вообще ваши грелки, зачем это нужно, зачем вы это показываете. Ну, вплоть до того, что
люди знают лучше, чем я, что мне нужно. Ну, в общем, ладно. Еще вот таких 5 галстуков, и все они шелковые. Разные фирмы. Ну, конечно же, я не смотрю на фирму, я смотрю на материал, на качество. И если это шелк, то я, конечно же, беру. Ну и если мне нравится принт. Потому что, ну, есть такие прям вообще ни о чем, то я их не беру. Не так много у меня еще галстуков, ну, точнее, как бы галстуков вроде бы и много уже, но так как из них материала не так много, то еще какое-то время я подожду, и когда накопится нужное количество, обязательно с вами сошьем что-нибудь интересное. И из этих 5 мне больше всего нравится вот этот красный и также ярко-синий, либо же голубой. Ну, в общем, на видео он немножко другим цветом отдает. Так, еще у меня была неожиданная покупка. Вот такой стаканчик от фирмы Metal, фирменный Барби. Я его поставила на столе, и там у меня стоят мои инструменты. То есть такие там пинцетик, что-то такое маленькое. И посмотрите, какая прорисовка. Очень мне понравилось. Естественно, не смогла пройти мимо. И вот такая мини-шкатулочка. Смотрите, какой мимимишный мишка. Как можно пройти мимо? Но там еще и внутри одни цветочки, вот такое клеймо. Если честно, я даже не интересовалась, что это, кто это. Если кто-то у меня из зрителей понимает в этом, напишите. Ну, понятно, что можно сейчас все найти в интернете, любую информацию за 2 клика, но эти покупки я делала по любви. Просто понравилось и купила. И еще одна импульсивная покупка. Вот такая девчонка. На самом деле я больше люблю классику, а это совершенно не похоже на мой вкус. Но я, когда увидела ее глаза, я сразу же поняла, что она мне нужна срочно. И меня даже не остановило то, что у нее отсутствуют кисти рук, а также волосы больше похожи на мочалку. А вот так эта красотка выглядит сейчас, после того, как я ее привела в порядок. И на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.